Как отпраздновать день рождения так, чтобы этот день запомнился навсегда? Мы решили устроить праздник в Сеуле. Сначала заселились в шикарный пятизвездочный отель с бассейном, потом отправились на прогулку по реке Ханган на пароме с видами ночного города. Но это было только начало, ведь Сеул не спит. Бары и ночная жизнь здесь бурлят до самого утра. Далее отправились на знаменитый Мёндон, а завершили день в Итывоне, где побывали в нескольких барах, танцевали, играли и даже познакомились с новыми людьми. Не переключайтесь, будет интересно. Мы отправляемся в Сеул, чтобы отметить день рождения Зибо, ярко и незабываемо. Для этой поездки мы выбрали роскошный пятизвездочный отель Мандриан Сеул Итывон и забронировали 2 комфортных номера, чтобы с головой погрузиться в атмосферу праздника. Дорога заняла примерно час, это отличная возможность обсудить планы, пообщаться и просто насладиться поездкой. Почему именно этот отель? Во-первых, расположение. Он находится в Итывоне, одном из самых ярких и интернациональных районов Сеула, где всегда кипит жизнь. Здесь множество ресторанов, баров и развлекательных мест, так что все, что нужно для идеального отдыха, буквально в нескольких шагах. Во-вторых, это стиль, комфорт. Мандриан Сеул Итывон – это отель, который впечатляет с порога. Каждая деталь продумана до мелочей. Элегантное лобби, стильные интерьеры, уютные номера с панорамными окнами, откуда открываются разные виды на город. К тому же в отеле есть бассейн, тренажерный зал и другие удобства, которые сделали наш отдых еще приятнее. Наши комнаты были расположены так, что виды из окон оказались совершенно разными. Потрясающий вид на башню Намсан, особенно красиво она выглядит в вечерней подсветке. Однако рядом с отелем шла стройка, немного портящая общий пейзаж. Давайте посмотрим, как выглядит второй номер. Точно такой же, как у нас, тут окно выходит на город. Это совершенно другой вид, панорама Сеула с его оживленными улицами. Внизу это открытый бассейн, но сейчас не сезон, из-за этого он закрыт. Отель предлагает все для комфортного отдыха, удобные кровати, стильные интерьеры и разнообразные удобства, которые мы, конечно, решили воспользоваться. Первым делом мы заглянули в тренажерный зал. Он оказался просторным и отлично оборудованным. Идеальное место для тех, кто даже в поездке не хочет пропускать тренировки. Правда, есть одно важное правило – вход только в кроссовках. Тут за стеклом находится бассейн, куда мы сейчас и отправимся. Съемка здесь запрещена, но удержаться от пары кадров было просто невозможно. Просторный, стильный, с приятной атмосферой, настоящий рай для отдыха. Life is a dream and love's
После заселения в отель мы отправились на прогулку по реке Ханган. Добрались на такси. Тут нас ждал неожиданный момент. Перед покупкой билетов нужно заполнить специальный бланк на каждого пассажира. Вероятно, это сделано в целях безопасности. Мы выбрали вечерний круиз, чтобы насладиться потрясающими видами ночного Сеула. Также был вариант круиза с фейерверком, но, к сожалению, по времени он нам не подходил. Тут несколько маршрутов речных круизов. Популярные – это дневные круизы с возможностью полюбоваться Сеулом при свете дня, вечерние круизы, когда город озаряется огнями, создавая романтическую атмосферу. Круизы есть с ужином, включают блюда корейской кухни и живую музыку. И есть круизы с фейерверками. Несмотря на прохладную погоду, на пароме было много людей. Очевидно, такие прогулки очень популярные. Перед отправлением провели инструктаж по безопасности, а затем паром медленно двинулся по реке Ханган. Ханган – это главная река Сеула и один из символов города. Она делит столицу Южной Кореи на северную и южную часть. Река протекает через всю столицу, а вдоль нее раскинулись живописные парки, где местные жители, туристы устраивают пикники, катаются на велосипедах, занимаются спортом или просто наслаждаются видами. С воды Сеул выглядит просто завораживающе. Мосты, небоскребы, огни города. Все это создавало невероятную атмосферу. На пароме есть небольшой магазинчик, где мы купили пиво и наслаждались моментом. Особенным моментом стало выступление девушки, которая пела. Время пролетело незаметно, и мы даже не заметили, как прогулка подошла к концу.
После прогулки мы отправились на Мендон, район, который никогда не спит. Здесь можно найти магазины корейской косметики, модных брендов и, конечно же, уличную еду. В воздухе витал соблазнительный аромат жареных закусок, морепродуктов и сладостей. Но вот с уличной едой у нас интересные отношения. Раньше мы спокойно покупали что-то с прилавков и с удовольствием ели. Но со временем перестали. Может, дело в привычках, а может, просто отвыкли. Так что каждый раз, проходя мимо этих ароматных палаток, мы долго решаемся, попробовать или нет. Следующей точкой нашего путешествия стал Итевон, самый интернациональный и яркий район Сеула. Здесь можно найти рестораны, бары на любой вкус, от уютных заведений до стильных лаунжей с живой музыкой. Лет 15-20 назад мы часто приезжали сюда на выходные, чтобы потанцевать на дискотеке и насладиться ночной жизнью. В те времена Итевон был совсем другим. Сейчас все изменилось, многие старые дискотеки закрылись, и на их месте появились модные бары и стильные рестораны. Мы проходим мимо той улицы, где в 2022 году произошла трагедия на Хэллоуин. Наверное, вы слышали об этом. В этом переулке скопилась большая толпа, из-за давки многие оказались прижаты друг к другу и не могли двигаться. В результате погибло 159 человек. Это место напоминает о важности безопасности в многолюдных районах.
Решили заглянуть в один из местных баров. Атмосфера была просто отличной. Коктейли лились рекой, столько разных вкусов попробовали. Бармены здесь знают свое дело. Каждый напиток был маленьким произведением искусства, а вечер становился все ярче и веселее. Это была отличная часть нашей прогулки – расслабиться, посмеяться и просто насладиться моментом в хорошей компании. Но на этом не остановились и отправились в другой бар, который оказался совершенно необычным.
Здесь можно не только выпить, но и играть в разные игры, настольные или на автоматах. Мы выбрали игру с башней. Правила простые. Нужно по очереди вытаскивать бруски из нижних рядов и ставить их наверх. Чем выше становится башня, тем сложнее сохранить ее устойчивость. Настрой был боевой, было очень весело. После первой игры к нам подошла парочка и предложила сыграть вместе. Мы согласились, и это сделало вечер еще интереснее. В процессе все много смеялись. По правилам, проигравшая сторона угощает коктейлем, так что вечер становился интереснее. Мы попробовали оригинальный коктейль, в котором после проигрыша угостила нас эта парочка. После игры с башней наши мужчины решили испытать себя в дарте и на игровых автоматах. Мы же просто наблюдали за их азартом и веселыми моментами. На этом мы не остановились и отправились в третий бар. Здесь на входе каждому ставят штамп на руку, такой своеобразный пропуск. Атмосфера в баре была потрясающей. Музыка, смех, танцы, все вокруг в хорошем настроении.
Мы гуляли до 2 часов ночи, но в какой-то момент решили, что пора возвращаться в отель. По пути обратно в отель нас ждал еще один сюрприз. На улицах Этевона можно встретить необычные статуи самых разных форм и размеров. Некоторые из них выглядели довольно загадочно, а другие забавно, и мы не смогли пройти мимо, чтобы не сделать несколько фото. Мы выселились из отеля и отправились пробовать маратан. Это китайское блюдо, которое стало популярным в Корее. Маратан – это суп с насыщенным пряным бульоном, куда каждый выбирает свои ингредиенты. Можно сделать его умеренно острым или по-настоящему огненным. В маратане нет фиксированной цены за порцию, все зависит от того, сколько и каких ингредиентов вы выберете. После того, как вы наполните тарелку, все это взвешивают на специальных весах, а затем отправляют в пряный насыщенный бульон. Такой формат позволяет создать блюдо под свой вкус и аппетит. Подача тоже необычная. Огромные чашки, наполненные вкуснейшим сочетанием овощей, мяса и специй. Отличный выбор. Для любителей экспериментов с едой это идеальный выбор. Этот день, как и вся поездка, был насыщенным, полным эмоций, вкусной еды и незабываемых моментов. Сеул – это город, который никогда не дает заскучать. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилась наша прогулка по Сеулу, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, какие места или блюда вы бы хотели увидеть в наших видео. До встречи в следующем выпуске на канале Валентина в Корее. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!